Сегодня у нас вторая часть изображения корейского сюжета, но уже в цвете. В конце видео будет линк на видео, как мы делали это в черно-белом рисунке. Итак, начинаем наносить цвет. Какие, собственно говоря, цвета подобрать, это дело вашего вкуса или уже готового референса, который вы используете. Хочу сказать, что корейский ханбок – это, можно сказать, гармония цвета и формы. И цвета достаточно красочные используются при сочетании этого костюма верха и низа. Как мы наносим цвет? Мазки, которые мы совершаем при нанесении цвета, должны совпадать с формой, которую мы с вами заполняем. Наносим цвет, желаемый оттенком светлее, потому что затем сверху, когда этот слой краски высохнет, мы будем наносить, выделять некоторые места, особенно складки костюма, более темным оттенком того же цвета. В данном случае я использую фиолетовый и бордовый. И для некоторых деталей костюма был использован сиреневый цвет для ленточки и каймы на рукавах. Старайтесь делать это аккуратно и помните о том, что краски на кисти должно быть в данном случае по среднему, чтобы цвет мог разойтись, но в то же время не выходил за контуры. Теперь мы переходим к другим предметам. В данном случае это стол. Мы просто закрашиваем уже прежде созданную форму, но подбираем, конечно, цвета по смыслу. Я использую оттенки коричневого. Я хочу придать моей композиции осеннее настроение, и в зависимости от этого я и подбираю цвета. Заколку тоже делаю коричневым, очень много коричневых оттенков сегодня я буду использовать. Корзинка. Мы делаем мазки дугообразных линий, уже повторяя прежде деланные мазки, но тушью. Теперь закрашиваем камни, на которых мы далее будем еще работать. Поэтому берем оттенок светло-коричневый, потому что затем мы будем еще работать здесь оттенком темно-коричневого цвета. И так поступаем со всеми камнями на нашей ширме. Теперь края ширмы. Здесь можно взять более темный коричневый, но оттенком светлее, потому что далее мы будем наносить текстуру оттенком того же коричневого, но более темным. Работаем аккуратно. Лучше всего брать жидкости воды по среднему ближе к минимуму на кисть. Соответственно, на мелких деталях мы работаем малой кистью, чтобы у нас малая кисть берет мало жидкости на себя, соответственно, у нас ничего не растечется. И орхидеи мы рисуем сиреневым, и сливу мы рисуем оттенком бордового. Можно использовать также красный цвет. Далее продолжаем прорабатывать детали стола, на котором у нас стоят чайные предметы, и переходим к цветам. Цветы в корзинке, серединку заполняем ярко-желтым цветом. Тем же ярко-желтым цветом мы закрашиваем хризантемы. Просто закрашиваем, нанося мазки по форме лепестков. Жидкости должно быть достаточно, но в то же время по минимуму. То есть важно следить за тем, чтобы наша краска не выходила за контуры предметов. Для хризантем в корзинке используем ярко-оранжевый цвет. Как я напоминаю, что я стараюсь придать осеннее настроение данной композиции, и поэтому здесь максимально присутствуют хризантемы, и думаю, что чай тоже, наверное, в чайнике хризантемовый. Итак, а теперь бамбук. Бамбук оттенком зеленого. Мы просто заполняем уже имеющуюся форму. Напоминаю, что мазки кисти при заполнении цветом повторяют форму предмета, который мы заполняем. То есть здесь мы уже работаем по мазочному принципу. Итак, заполняем листья бамбука более светлым оттенком зеленого, так как затем мы будем далее работать там более темным оттенком зеленого. Теперь листья в корзинке.
с хризантемами и уже и на также ширме. Тоже работаем оттенком зеленого, но уже другим. Я в данном случае использую оливковый. Все этот слой подсохнет, и мы будем работать еще другим, более темным оттенком зеленого. И ягоды, которые мы нарисовали, я повторю имеющуюся форму точки, но уже ярко-красным цветом, просто ставив малую точку на имеющейся уже черной точке. И светло-розовым аккуратно мы покроем цветом губы девушки. Наносить оттенок кожи или нет, это дело ваше. То есть вообще азиатский цвет кожи, он белый, я оставляю это белым. Можно было взять светло-коричневый оттенок кожи или же просто нанести румянец. Теперь оттенком коричневого я прорабатываю посуду. Какую делать посуду? Деревянную, керамическую и с рисунком альбец, это дело уже вашего вкуса. В данном случае я покрываю это коричневым цветом и оставляю это подсохнуть, чтобы затем нанести рисунок. И теперь, когда слой краски на костюме высох, мы берем более темный оттенок того же цвета и начинаем прорабатывать детали. Какие детали выделить, это уже как вот ваш глаз, собственно говоря, что захочет подчеркнуть. Некоторые складки мы совсем закрашиваем, поскольку они находятся в тени. В общем, мы выделяем некоторые складки на платьях, чтобы придать больше текстуры, аккуратности и живости, натуральности нашему рисунку. Можно пройтись с этим более темным оттенком уже по прежде нарисованным складкам, когда мы работали с вами тушью. Можно создать новый на уже существующей цветовой поверхности. Здесь, наверное, лучше придерживаться референса, который у вас перед глазами. И то же самое мы делаем на верхней части костюма, на жакете, более темным оттенком бордового цвета. Здесь я подчеркиваю существующие складки и рисую некоторые новые. Не нужно делать этого слишком много, просто для того, чтобы еще больше придать объем и текстуры. Здесь уже должно быть на кисти влаги совершенно по минимуму, чтобы линии не растекались. И сейчас мы сделаем такой интересный момент. Китайским зеленым, то есть этот цвет, который находится в цветовой палитре, он может быть один оттенок или два оттенка, называется он китайский зеленый, и мы поставим точки на камнях, на уже прежде поставленных нами точках, когда мы делали это тушью. И таким образом мы придадим полную аутентичность того, как это делается на больших реальных композициях на ширме. Делаем то же самое и на сливе Мэй, там, где мы поставили почки точками. Теперь возьмем более темно-коричневый, более темный оттенок коричневого и еще раз пройдемся по корзинке, повторяя линии соломы, дугообразные тонкие линии. И соломенный коврик тоже подчеркнем, придав ему текстуры тем же самым оттенком темно-коричневого. Там мы работаем линиями. Теперь вернемся к камням и методом штриховки нанесем более темный оттенок коричневого, чтобы придать камням объема и текстуры. Поступаем так на всех имеющихся у нас изображений камней на ширме. Теперь возьмем более темный оттенок зеленого и контуром обведем уже имеющийся контур на листьях на ширме, на хризантеме, и то же самое можно сделать будет и на корзинке. И тем же темным оттенком зеленого мы обведем имеющийся контур, форму листьев бамбука. Можно даже некоторые из листьев затемнить при желании. Итак, таким образом мы придаем нашей картине большую аккуратность и изящность. Теперь более темным оттенком коричневым мы придаем объем имеющимся чайным предметом.
То есть это можно делать, а можно не делать. Все зависит от того, как вы видите вашу работу. Вы видите ее более упрощенной или более усложненной. То есть с наличием теней, объема и текстуры. Можно также сделать какой-нибудь интересный рисунок на чайных предметах, уже просто контуром, самым кончиком кисти. Влаги на кисти должно быть по минимуму, чтобы линии не растекались. Теперь, немного распушив среднюю кисть, мы возьмем оттенок темно-коричневого и сухой кистью, но с наличием краски, мы как бы проскрябываем раму ширмы. И это будут последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще бы вы хотели нарисовать.